Доброе утречко всем. Сегодня 6 января 2025 года. Мы во Львове с Колей, и наше утречко начинается. Проснулись и вперед завтракать. Сейчас вам кое-что покажу. Итак, вот Коля. И я сейчас к нему подойду, конечно. А приветики сказать? Привет. Привет, да. Всем, Шалом. Всем привет. Шалом, православные. Да. Так, Коля что делает? Коля делает вот. Значит, нам легкий такой перекусон. Да, бутербродики. Вчера, Коля, в какой мы магазин вчера заходили? Я уже забыла. Як називається? Близенько. О, Близенько. У них есть сетка магазинов Близенько. И мы заходили, тут недалеко есть. И мы купили себе такой перекусон. Да, Коля? Да. Я думаю, что обедать мы будем где-то в центре Львова. Масличка, колбаска. Да, покажи, яке масличко ми купили. Масличка там. Клуб Так, сиру. клуб сиру. 82%. Ковбаску таку купили. Так, чай ми брали з собою, каву ми брали з собою. Хліб чорний. Хліб не заварний. Да, заварний чорний. Ну, ти роби, я до тебе ще підійду. Так, я пойду в ванну погуляю, покажу нам зрителям, нашим зрителям ванну. Я вчера вам показывала. Так, уже 2 раза принимали душ. Вчера вечером и сегодня утром. Вот так вот. Окно выходит на старинный дом. Из старинного на старинный. Да, из старинного на старинный, потому что мы живем в 1905 год, дом. Конечно, тут сделан ремонт, друзья. Я помыла голову с утреца, помыла голову, приняла душ снова ж таки. Вот, и сейчас покушаем и побежим с Колей. Темненькое полотенечко всегда с собой беру из дому, потому что черные волосы, покраска в черный, чтобы не было пятен на белых полотенцах. Так, хочу же вам показать дом. Я принимала сегодня в душ. Вечером-то я не видела этого. А утром, когда я принимала душ, я прямо из кабинки душевой увидела, что окно выходит на дом 1903 года. Вот это дом 1903 года, друзья. Выглянем за окошко и посмотрим, что здесь. Сегодня снова яркое, солнечное утро. Вот достопримечательность с нашего окошка. Я потом вам расскажу, что это. Мы побываем там. Да, смотрите, улочки. Вот еще один старинный дом. Сейчас из другого окна покажу вам этот старинный дом. Так, полотенечко. Так, Коля, я иду снова к тебе. Как ты там? Что там? Продвигается? Да, продвигается. А, готовка. Чайник забыл включить. Чайник. Готовка продвигается. Чайник включил, да? Так, еще сыр. Сыр. Так, мы же вчера купили польский сыр. Польский сыр. Королевский, да. Мы такой покупали в Польше просто. Нам очень понравился он, и мы решили его купить себе на бутике. Сейчас Коля сделает бутики. Хорошо, что мы нож всегда берем с собой, да, Коля? Берем чайные ложечки, ножик. Единственное, что в этот раз чашки с собой не взяли. Ничего, тут все есть. Но тут оказались нормальные, хорошие керамические чашки, друзья. Так что нормально все. Вот. Дырка. Дырка. Угу. Сейчас покажем наши посиденьки. Я включила свет, потому что что-то темновато немного в комнате. Хотя я вам только что показывала из окна. Какой солнечный день, да? Сейчас покажу вам еще одно старинное здание из этого окошка. Вау! Смотрите, какая красивая архитектура. Ну, старинный, очень старинный дом. Очень. Очень-очень. Видите? Вот так вот. И
улочка вот такая дальше, красивенькая. И тут у нас, смотрите, какой еще один старинный дом, вот такой красный. Мгм. Мы в центре города находимся, друзья. Так как и в прошлый раз жили мы, так и в этот раз мы живем в центре города. 10 минут до оперного театра. 10 минут до оперного театра. Друзья, нас предупредили, что балкон, а я же делала на него ставку, что он аварийный, и на него лучше не выходить. То есть они все сделали в этой квартире, да, объяснил хозяин, все сделали. Ну, вы видите, какой ремонт крутой. Но балкон они еще не реставрировали. То есть лучше на него не выходить. Вот так я вам скажу. Ну, я на него не выхожу. А я, когда я бронировала эту квартиру, я делала ставку на этот балкон. Думаю, утречком буду выходить с чашечкой кофе, вам буду что-то интересное рассказывать. Но не тут-то было. Ну, ладно, друзья. Вот. И вид сразу вот на этот красивенный дом. Смотрите. Там еще и герб какой-то. Вон, видите? Вот так. Вот так вот. Уже люди гуляют. Это мы с Колей сегодня поздно проснулись. Имеем право после вчерашней дороги. Вот этот дом, 1903 год, как я вам показывала. И там дальше улочка. Очень интересная улочка. Будем гулять, вам показывать все. Пристелили вот так кроватку нашу. Удобный матрас, хорошо спалось нам. Очень хорошо спалось. Мне нравится вот это дерево жизни. Такой интерьер. Напишите стиль. Какой стиль этого интерьера? Вот. Сейчас к Коле пойду. Вот интересно, Коля. Выбирайте, на какой чай? Чай? Да. А ты себе какой берешь? Я себе взял вот манго. Манго? Вот манго я уже себе бросил. А Мне тебе тоже какой? делай манго. Тоже манго. Хотя я вчера пила, делай мне клубнику. Это мы из дому взяли. Вот эту, да? Да, из дому взяли в пакетиках, чтобы было нам удобно, кстати, чтобы было нам удобно заваривать. Хотя хозяин по моей просьбе оставил чайничек заварочный, вот он. Вот, но ладно уже, мы уже взяли домашний, надо пить, да, Коля? Листовой мы не брали. Забыли взять листовой, карпатский чай хотели брать. Так. Так, вот заливаем. Заливай, лапонька. Вот. Вот такой вот сейчас перекус у нас. Это не завтрак, друзья, это перекус. Мы потом пойдем в город и что-то будем снимать, вам показывать. Так, покажу тебе. Так, ну бери, иди. Бери, иди. Домашнюю одежду твою хотела показать. Ну, такая куртка, штаны и тапки. Тапки вот такие. Но это же не те, которые ты купил в Хиднете. Нет, это другие. А те ты брал с собой? Те я не брал, те остались дома. Да. Вот. Потому что? Потому что. Обратите внимание на размер этих тапок. Обратили, Коля. Здесь обратили? Обратили. У тебя большая ножка, а Да. тапочки Ну, вот маленькие. я ставлю, вот, чтобы... Да. Ну, а я... Сюда просто Да, не я в могу. других тапочках. Сейчас Коля покажет, в каких... А потом возьмешь поднос и пойдешь. Я с утра, как всегда, вы уже знаете, этот мой прикид утренний. И смотрите, какие у меня тапочки. У меня тапочки войлочные, те, которые я купила в Схиднете. Дело в том, что эти тапочки мне продавали как 45 размер. И она меня убеждала, продавец, что там 31 сантиметр стелька и так далее. Я купилась на ее убеждение, купила сыну эти тапочки. По факту это маленький размер, сыну они не подошли, то я уже в них. Марьяна тоже от них, кстати, отказалась, поэтому я в них. Кстати, очень удобные тапочки. Это войлочные. Мягкие и теплые. Они мягкие, вот. Вот как они выглядят. Внутри стелька войлочная. Да. Так, все, Коля несет поднос. Поднос. Неси, зайка. Сейчас будем перекусывать. Коля, а ты видел, что я взяла с собой из дому свечку?
А вот она стоит. Ага. Ты это видел? Видел. Смотрите, друзья, я взяла с собой из дому свечку. Открой крышечку. Так она И какая? покажи название. Ароматная. Ну, конечно, ароматная. Покажи название. Вот это название? Да. Вот название свечки. Вот, и даже взяла зажигалку. Хотя мы не курим, у нас этого дела, предмета нету, но я нашла зажигалку. И будем вечером, Коля, зажигать и кайфовать. Ты понял? Так, еще я взяла с собой... Убери со стула этот свой... вот этот вот свой портфель. Сейчас уберу. Еще я взяла из дому, ну вы в поезде обратили внимание, вот такие салфеточки я взяла. Смотрите, друзья. Вот такие салфеточки. Вот так разворачиваешь. И опа! Какая красота декоративная, да? Мэри Кристмас! Всех поздравляю с Новым годом. Кто еще не смотрел мои ролики предыдущие, где я вас всех поздравляла и не один раз, поздравляю с Новым годом. Друзья, мы уже с Колей за столом, уже уселись, уже накрыл Коля, спасибо ему большое. Сейчас будем пить чаек. А там ты не проколотил? Да. Ну, что вам, друзья, хочу сказать. Wi-Fi, вот хотела, значит, читать комменты, я их прочитать не могу. Когда я бронировала это жилище и связывалась с своим этим хозяином, он меня убедил, что Wi-Fi очень хороший. Я ему говорю, мне надо хороший Wi-Fi, потому что я работаю в интернете, у меня работа, мне надо, чтобы летал Wi-Fi. Он говорит, Wi-Fi прекрасный. По факту, друзья, вчера очень долго вечером, мы вчера вечером приехали, переступили порог в 6 часов вечера, короче, порог этих апартаментов. И мы еще успели пойти на елку с Колей к оперному театру. Вы же все смотрели первую серию. Потом вернулись, я успела загрузить, загрузка была очень нудная. И все, я звоню этому хозяину и говорю, интернет очень плохо работает, ваш Wi-Fi никудышний. Он говорит, у меня Воля кабель. Я говорю, так а чего вы не сказали, когда я с вами беседовала, да? Чего вы не сказали? Что у вас Воля кабель и сколько у него, какое у него количество? 100 мегабит. 100 мегабит. Это каменный век. А дома у нас сколько? 1 гигабит. Дома у меня просто летает интернет. Просто летает, друзья. Я загрузку делаю за несколько минут дома. Здесь же не так. Ну ладно, он обещал, что сегодня утром он будет там что-то делать, обращаться к этой Воле, что-то они будут делать. Не знаю, что они сделают, потому что у него роутер какой? Не совпадающий с чем? Там максимальная пропускная способность роутера 750 мегабит. То есть гигабит даже не вытянет. Во-первых, это старый роутер, да, слабенький. И слабый входной сигнал. А у нас дома в 10 раз сильнее. Во, 10 раз? В 10 раз. 10 раз. Ладно, как несмотря на то, что тут написано 5G. Каком 5G может идти, если 100 мегабит? Да. 5G. Да нету тут. В общем, друзья, я прочитала ваши комментарии сегодня с утра, уже к первой серии, потому что она вышла сегодня, 6 января, в 10 часов утра. Сегодня понедельник, 6 января. Вышла первая серия в 10 часов утра. Я прочитала комментарии. Анатолий из Риги, вам большой привет. Вы пишете, что это не соответствует классовости вагонов, что это второй класс. Я не знаю, как у вас в Латвии, Анатолий, с большим уважением к вам, но в Киеве, вот у нас в Украине, была такая градация данного вагона, данного поезда. Правильно? И покупались билеты, и в билетах написано, что это первый класс. Ничего плохого я не увидела в этом поезде, в этом вагоне. Мягкие, современные диваны. И хоть это без постелей, потому что это сидячие места, мы все равно с Колей, и тот парень, который с нами третий был в этом купе, мы все равно все взяли подушки, все легли,
поспали, отдохнули. Друзья, с Интерсити не сравнить. Хотя мне Интерсити, вот этот формат, очень-очень нравится. Но, друзья, вот как мы вчера ехали, это классно. Мы лежа разгрузили спины свои, мы легли на подушках. И прекрасно, и хорошо. Дальше. Там же я в ролике умничаю по поводу української мови, там что-то такое ляпнула, рассказала. Не, ну рассказала. Про чергування голосних, приголосних, почему бы нет. Про слово капучино, яке не вміють, ну ладно. Так, там одна комментаторша написала: о, крип, короче, кипяток. Друзья, вы знаете мою позицию. Я на украинском языке не веду свой блог. У меня просто есть много видео на моем канале, сняты на украинском языке. Вот это перед вами вторая серия. Это домашняя серия. Поэтому я говорю на русском языке, записываю это видео, чтобы все мои подписчики меня понимали. Когда мы выйдем в город, в центр Львова и будем там гулять, друзья, мы не рискуем говорить на русском языке во Львове. И, конечно же, не будет русской речи от нас там где-то на в ресторанах локациях. И так далее. В ресторанах, на локациях и все. Вы сами прекрасно понимаете, с чем это связано. Потому что. Историю Фарион, помните? Здесь местное население налаштовано так, что, наверное, еще и получишь если будешь по-русски говорить. Так что все, эту тему мы опускаем. Мы дома, нас никто не слышит. Мое личное право, на каком языке говорить. Кстати, зрительница из Соединенных Штатов Америки мне написала: такой беспредел может твориться только в Украине, потому что у нас в Соединенных Штатах Америки законодательно закреплено. Это демократическая страна. На каком бы языке ты ни говорил на территории США, все будет ок. Нет дискриминации по поводу языка в Соединенных Штатах Америки. Пожалуйста, на каком языке хочешь, на таком веди блог и на таком разговаривай. Ну, я, кстати, это самый больной вопрос для меня на моем канале. Я так до сих пор и не вызначилась, на каком же языке мне вести блог. Все, опускаем эту тему, пишите в комментариях. Вкусненько. Один из первых роликов, когда ты на украинском языке. Прописали мы ролик, нам пишут комменты: не говорите по-польски, мы вас не понимаем. Не говорите по-польски. То есть они это отождествляют украинскую речь с польским языком. No comment. Не будем говорить, из какой страны был данный комментарий. Ну, вы все понимаете, какая страна. Слушай, вкусные бутерброды ты сделал. И вот этот сыр королевский, прекрасный. Все вкусно. И Я масло. уже за щеки напихиваю. И масло, и хлеб вкусный очень, свежий. Да. Вот еще меда можно набрать. Вы видели закон, я вам показывала. Такие красивые виды. Везде побываем. Мы еще покажем высоту потолков и толщину стен Да. в этом доме. Высота потолков феноменальная. Сколько? 3,50. 3,50. Дореволюционный дом, в котором мы живем. Кстати, в таком же доме мы жили в первую поездку во Львов в прошлом году. Вот когда мы с Марьяной ездили. Ну, для нас это не первая поездка, для Марьяны тогда была первая. В таком же доме мы жили, в дореволюционном, на улице Театральной, возле гарнизонного храма. Дальше, в таком же старинном доме мы жили в Будапеште. Точно в таком. Вы помните лифт, который руками открывается? Вот. Вы помните тот дом в Будапеште? Да, он точно был такой же старинный. Так что центр города точно так, как и в Киеве. Кстати,
когда я в Киеве снимала пейзажку, пейзажную аллею, я вам показывала, что там два дома рядом стоят. 1904 года и 1905 года. Так что центр Киева тоже вот такие дома, друзья. Тут перекрытия, полы. Вот перекрытия, на которых пол настелен. Ну и потолки тут соответственно. Это второй этаж у нас. Деревянные. То есть, когда ты идешь, чувствуется, как пол вот так вот ходит. Да, мы потом покажем парадное. Парадное специфическое. Лестницы какие там деревянные внутри. Ступеньки деревянные, да, перила деревянные. Да. Извиняюсь, я пойду себе кипяточка. Давай, лапочка. Коля, неси чайник, мне тоже. Да, сейчас. Друзья, что еще хотела вам интересное рассказать? Коля, какую тему мы еще не подняли? В общем, Львов нам нравится. Так, руки. Львов нам очень нравится, друзья. Поэтому вообще вас еще сюрпризы всякие ожидают. Так что следите за нами. Будет очень интересно. Сюрпризы, сюрпризы. Коля, наши зрители даже не подозревают, какие сюрпризы их ожидают. Ну ладно, я же все секреты не буду открывать. Да. Правильно? Ну, Вот. так скажем, по планировке путешествия. Планировалось, То а получится нельзя. 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 Кушкай. Коля взял, такой смешной, я потом увидела в чемодане, значит, он взял крем, мед, брусниця, оставалось еще на дне со східниці, он взял, добавил меда. Видно, вот как красный, это Давай я крем-мед. покажу. Покажи. Крем-мед, это внизу, там ложечка оставалась. Показываю. Микроскопическая баночка, 50 грамм. Вот. Куплена возле третьего источника. Да. В Східниці. Да. Добавил туда меда, который пришел из посылки. Тоже східницкий мед, Да. карпатский. Пришел из Из посылки. посылки добавил сюда и взяли мы с собой немножко меда. Потому что Чаю. Да. Коля очень любит мед. Не так, как я. Но, кстати, это очень вкусный мед, да? Карпатский. Вот. У нас в Киеве тоже очень вкусная меда. Я люблю гречневый мед. Ну, как люблю? Иногда его ем, друзья. Но Коля, это сладкоежка, это тот человек, который без меда вообще не может. Вообще не может. Поэтому у нас в квартире всегда есть мед. Но, Коля, дело все в том, что если бы вот, знаешь, как я, вот у меня бы он был не всегда мед, потому что я не всегда его употребляю, а у Коли он бы был всегда, потому что он постоянно, аж дрожит за ним. Ну и есть такие обрядовые стравы, да, которые без меда вообще невозможны. Наприклад, на Різдво я готувала кутю, і я туди постійно додаю мед і трішки узвару. От. І тоді кутя дуже смачна. Без меду вона, я без меду не готую кутю. Гречаний мед, він дуже ароматний. Да, дуже гречаний, додаю тільки гречаний мед у кутю. темний, ароматний. Да. От, мак, родзинки, курагу і чорнослив обов'язково додаю в різдвяну страву, друзі. Так, еще, знаешь что, наверное, сейчас я сделаю, раз мы за столом. Нара, это лично для вас, но и для всех, кто интересовался моим оливье, потому что я все время говорю фирменный оливье, фирменный. Когда-то мы приготовим на канале, будет такое. Но это же будет не скоро. Я оливье не готовлю каждый день. Вот в чем дело. Но
В чем моя фирменность заключается? Я в оливье обязательно использую такие два компонента. Куриное мясо и колбаса высшего гатунку, вкусная варенка, чтобы была вкусная. Вот это два компонента, потому что некоторые добавляют или колбасу, или только колбаса у них, или только мясо. Мясо из куриного филе, или запеченное, Да, или отварное. да. Я даже видела там кто-то говяжье мясо. Не, мы говяжье не добавляем. Это должна быть курочка. Курочка и колбаска. Дальше. Яйца, картофель, много моркови, горошек. Что еще я не сказала? Соленый огурец. Соленый огурец и свежий огурец, друзья. Два вида огурцов. У меня оливье такое, что не то, что пальчики оближешь, от него никто не может отлипнуть. Соленый огурец очень важно, не маринованный с уксусом, Ну да. а квашеный. соленый, Квашеный. Да, да, соленый огурец. Бочковой, как Бочковой, бочка. да, соленый. Традиционный соленый огурец. Плюс свежий огурец. Получается, оливье очень вкусное. Да, еще вас научу, как делать яйца. Как варить яйца для оливье. Вот все хозяйки варят яйца, да, и у них имеют серый желток. Серый желток, потому что переваривают для того, чтобы типа тугое яйцо было для салата. Друзья, ошибка. Потом само яйцо имеет специфический потом запах, потому что углекислый газ выходит. Когда вы яйцо кладете в холодную воду и включаете огонек, да, на плите. Нет, надо сначала, чтобы закипела вода, а потом аккуратно ложечкой опускать яйцо на дно. Посолить воду надо. Посолить воду. И в кипящую воду опускать аккуратненько яйца. И варить для салата, для еды варить 10 минут. Желток тогда такой жидкотвердый получается. А для салата я варю 15 минут. И что мы видим? Вынимаем мы эти яйца, открываем их, разрезаем, а желток ярко-желтого цвета. То есть серого цвета в таком яйце нет. И запах другой этого яйца, то есть запах свежести. Если вы все сделаете так, как только что я вам рассказала, оливье у вас будет во. Коля, подтверди этот факт. Да, будет очень вкусно. Оливье будет очень вкусное, невозможно будет отлипнуть от него. У нас после Нового года самый первый салат, который доедается моментально, это оливье. Вот так просыпаешься после Нового года, и что? И у тебя полный холодильник еды. Не надо ничего готовить. Проснулся и кушаешь салатик, бутербродик с икоркой. Вот это первый день Нового года так проходит. Наверное, у всех. Бери еще бутербродик. Вот это последний мой. Да. Да, я больше не буду. Ну ладно. Бери. Так что так, друзья. Я же говорю, у меня сегодня щеки, как у хомяка. Ну что, будем доедать? И на этом, наверное, нашу серию заканчиваем. Это уже вторая серия нашего влога львовского. Ну, а третья серия уже будет где-то в городе и на украинском языке. Ну все, на этом пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто был первый раз на моем канале, подписочка. Друзья, вам не стыдно, что у Арины 18 тысяч подписчиков? 18 400. Пора эту цифру менять. Должно быть 20 тысяч. Вам ничего не стоит подписаться на мой канал. Для вас это чистая формальность, а мне будет приятно. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. И всего вам хорошего. Все, пока. Пока-пока. Пока. Ой.